А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Раскочегарился ли этот пылесос? Так, ага, вроде все подхватилось. Кат, здорово! Как жизнь в наше нелегкое время? Алекс, Принц, привет. Эй, что с ним? По-моему, DLC без него работать будут. А все остальное, поверьте, не важно. Так, новая игра, перенос персонажа 1. Как будет вот этот вот. Специально скачал Mass Effect 1 для того, чтобы были сейвы, чтобы перенести. Анют, добрый вечер. Ух. И Mass Effect тоже видно. Отлично. Уровень сложности нормальный. Автораспределение только отряд. Да, сохранение да. Все устраивает. Имя устраивает. Ранг тоже. Специалист. Да. Так, живой. Ну да. В Вермайере у нас погиб Колотоленко. По версии этого сейва. К сожалению, оставлять там Эшли я додумался сравнительно недавно. И как красиво за окном. Shepard did everything right, more than we could have hoped for. Saving the Citadel, even saving the Council, humanity has the trust of the entire galaxy. And still, it's not enough. И целого мира мало. Our sacrifices have earned the Council's gratitude, but Shepard remains Привет, our best Радомир. hope. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us Ну to что ж, stop them. видимо, придется обходиться без шоколада, да. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's Икона just one видеоигр. man. If we lose Помнишь такую Shepard, передачу? humanity might well follow. Then see to it that we don't. Эшли в трешке красивая, но пилит, как болгарка. После опустошительной атаки гетов на Цитадель прошел месяц. Галактическое сообщество стремительно восстанавливается. Альянс пожертвовал своим флотом ради спасения Совета и получил место в этой престижной организации. Совет вынужден был отреагировать на подтверждение того, что пожинатели, гигантские машины, уничтожающие все органические цивилизации раз в 50 тысяч лет, вернулись. Ну ладно, не давай мне дочитать, чё уж там. И вот у нас в мутном пререндеренном ролике старая добрая Нормандия СР-1. Будет очень неприятно, если вдруг ее возьмут и разнесут. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Я подозреваю, что у них вот это вот все идет пререндеренным роликом чисто для того, чтобы модели тех этих людей типа Пресли и прочих не переносить. Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like Тем более, что по качеству графики очень сильно, как сказать, процесса глаза разница между моделями первой части и Cruiser is второй. changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly. It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers.
Вот так вот раз, и каменный корабль насылает лучи смерти. О, внезапно графика стала красивее и не такой мутный. Шепард специально надевает каску, чтобы не было видно лица, потому что мы его еще и не воссоздали. О! Привет, Салмари. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. Get to the damn shuttle. I'll haul Joker's crippled ass out of here. Ром, привет. Лех, здорово. Commander, Get the hell out of here. Алло, субординация, где? Ни приказов не выполнять, ничего. Понабрали на корабль всяких. everybody in. Go, go, go! Готов поспорить, она всех именно таким жестом подгоняет, чтобы успеть кого-нибудь хлопнуть по заднице. О, здорово, Сергей. Да что ж все так жахает-то, а? Mayday! 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 This is SSV Normandy! We've suffered heavy damage from an unknown enemy. Да, сразу видно, бюджетники строили. Hold together. Да ладно, может потом отремонтируют. Летающие стулья, это прикольно, да. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon. Мне нравится, что от вакуума кожи вообще никаких последствий, так что достаточно просто вот эту масочку надеть на рыло и все. We don't get the hell out of here. No, we just have to. Oh no. They're coming around for another attack. Watch the arm. Ну, чутка подшаманить, тут скотч, а тут еще чего-нибудь. Там картонку прилепить. И до автосервиса доедет. Блин, какая же у них здоровая лупа, если его, посветив на солнце, они получают вот такой луч смерти. И вот тут мы понимаем, что скафандр Шепарду тоже собирали это. Ну, как сказать, явно на складе ему выдали не самый новый. Но он же типа пилот, ему в счет мегаспособностей его зачислили. Типа у него такие показатели, что не могли просто не взять. Ну а так как пилоту обычно не приходится бегать, там прыгать и все такое. Мы тут сейчас в команду кого только по квотам не наберем, да.
Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Проект Лазар идет как и полагается. Внезапно продолжились все летсплеи по Metal Gear на его канале. Продолжится ли на моем летсплее по Бладоману, это остается неизвестным. Здорово, натуралист! И вот так вот мы плавно переходим в загрузочный экран. Так. Внешность дефолтная, да. Как был штурмовик, так и остался. Подтверждаю. Ну, с кем романсить? Ну, смотри. Тали это сразу нет. Эшли тоже нет. Поэтому остается только Миранда. Он с тех транквилизаторов ему. Scouts pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Да, как вы понимаете, мы играем в не легендарную версию, а в обычную. Вообще никаких модов. Вот. Все как и было в далеком 2010-м. Не знаю, потому что мне нравилось имя Алик. Здорово, Ферк. Давай, пьянь. Ой, не надо хвататься за живот. Мне до сих пор приходится носить бандаж, после того, как мне грыжу удаляли. Надо будет, кстати, к врачу. Это... заглянуть на следующей неделе. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Так, в честь того, что мы перенесли персонажа, нам сразу дают 3-й левел и дофига всяких ресурсов. Так. Берем пивоваров антаранов. Ударная волна. Нафиг она нужна? Лучше совершенство в атаке. Взять. Традиционная камера из-за плеча. Честно говоря, терпеть не могу камеру из-за плеча. Всегда считал ее самым ущербным ракурсом из возможных. Тут же постоянно на экране возникает всякое количество информации. Да сейчас, я за штурмовика играю. Какой нафиг стейн кавер, вы чё? Не знаю, там посмотрим, через что. О, да, в Infamous так прилично бонусов давали. Блин, ты мне напомнил про Infamous. Я теперь хочу перепройти первые 2 Infamous. Я даже не начинал третий, хотя он у меня уже черт сколько. Ну блин, какой же Infamous крутой.
Где оттуда чопа? Здорово, Макс. Смотри, ты что, оказывается, если стрим проводить регулярно в одно и то же время и о них объявлять заранее, на них приходят люди. Кто бы мог подумать. Ну как, есть Infamous, Infamous 2 и Infamous второй сын. Плюс есть еще полудополнение ко второй части под названием Festival of Blood и полудополнение ко второму сыну под названием Первый Свет. Конечно, проходил. Про вампиров-то... Чтобы я и про вампиров не проходил, обижаешь. Блин, мне после прохождения захотелось, чтобы они полноценную игру про упырей сделали. Настолько было круто. А где они? Ссылка, как обычно, в описании. Да я б с радостью, у меня карты захвата нету, поэтому я не смогу ее постримить. А учитывая, что творится, походу у меня ее и не будет. Ты еще кто такой, шоколад? Здрасте, я самый худший персонаж в трилогии. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Да, давай балаболить, пока в нас стреляют. Это самое то. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Мне нравится, что вот только-только Шепард пришел в себя после того, как умер. То это... То все. Бегает, стреляет, скачет, как сайгак. А я до сих пор ношу бандаж, хотя операция была когда? В ноябре? Да, в конце ноября. Ой. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to О, кстати, я с Рэтчетом хорошо ознакомился в последнее время. Вот. Прошел оригинальную трилогию, еще у меня Deadlocked на очереди. Очень приятная серия игр. Was there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. О, да. Легендарная масс-эффектность второго горизонта стала притчей во языцах. А что, почему я сразу Джокер-то? Может, я двуликий? Вот, кстати, отличный кандидат на стримы. Игры про Бэтмена. Все 4. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean? Cloning? Cybernetics? По-моему, да, по-моему, Джейкоб бесит абсолютно всех. Те, кого он не бесил во второй части, взбесились в третьей. Особенно те, кто его романсили. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut. Да, я что-то не помню. А, это, ну да, это Уилсон же устроил атаку. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Вот, кстати, в Blackgate, ну, в Origins Blackgate я не играл.
Ну вот основные 4. Основные 4, потому что Origins тоже считается. Вот. Это завсегда. Его мужики, к счастью, не могут романсить. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm Ну, короче, если романсить Джейкоба во второй части, то в третьей части, когда ты его находишь, то он мало того, что уже ушел к другой бабе, так еще и ребенка ей заделать успел. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's the quickest way to those Ну, до shuttles? третьей мы тоже доберемся. Надо же мне хоть когда-нибудь пройти DLC к ней. Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Мне нравится, что вот лицо у Джейкоба до сих пор смотрится вполне неплохо. А вот макушка вот эта с острыми полигонами, это да. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Ага, он самый. Здорово, Слав. You're up. Damn it, Wilson. This room is falling. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. По-моему, нет, нельзя, к сожалению. Wilson, where are you? Server room B. Hurry. They're out of control. Up those stairs. Да, блин. Ох уж эти перекаты укрытия. Элануар? Я, кстати, не пробовал сейчас на текущем железе его запускать вдвоем. Но, в принципе, можно. Для стримов самое то угадывать, какие выражения лица ложь, а какие нет. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Metagel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Metagel from the first aid station. Вот из всей отсебятины сноуболов, которую в данном случае, как ни странно, перенесли в перевод от Electronic Arts, мне больше всего, конечно, нравится панициллин. Так. Единство. Очень странное название для умения по исцелению, но... Возможно, это отсылка к бионику, потому что единство, долг, судьба. И это ни в коем случае был не я. Да, конечно, я лысый и бородатый, и выгляжу как типичный засранец, ну или как китайская копия Кейна из Command & Conquer, но это ни в коем случае не я. Но я еще в первой части отмечал, что вот у NPC первостепенных лица все вылеплены вручную, а у второстепенных, ну, чисто Обливион. Разве что только не размазываются по экрану, настолько пластилин. You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. Я ровно один раз попытался сделать кастомного Шепарда, посмотрел, какой там пластилин, и больше никогда не пытался. Блин, мне нравится вот этот вот чувак. Она либо мертва, либо предательница. Она меня разбудила и предупредила. Ну ладно, значит, не предательница, чё, господи. Блин.
Опять эти обязательные умения. That's it. Let's get out of here. Так, тут что интересное? Okay, Да, we took блин. him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. I wiped out my share of Cerberus projects when I was a Spectre. Back then they were trying to kill me. Why the change of heart? Those answers are way above my pay grade. But basically, things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. На что Каджиты и Органиане? Они там приличнее всех выглядели. Right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the Elusive Man. He'll explain everything. I promise. Elusive Man? Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Ну, естественно, это что... Шепард ожидал, что у него в паспорте прописано призрак Церберович Шниперсон. I don't care what his name is. He just needs to answer my questions. All of them. He spent a lot of money and time bringing you back. I'm sure he'll be more than... О! Мини-игры. Знаменитые мини-игры. Куда же мы без них, родимых? Все еще лучше, чем мини-игры по взлому в первой части. Которые что на ПК, что на консолях не очень. Грубо говоря, мягко выражаясь. Блин, мне дробовик дадут в этой вселенной или когда вообще? Ну, значит, не можешь навестись на цель, алло. Вот это самое неудобно, когда играешь за штурмовика, то что иногда он просто берет такой: не, слушай, я не могу на него навестись. Да, конечно, он вот тут вот стоит прямо передо мной, никаких препятствий нет. Ну, я не могу, чувак, ну вот... Ну, душа у меня к этому не лежит. Ну, что это за безобразие? Блин. Так. О, еще и сейф. Так. Копирайт и копирайт. Господи, сколько же раз я проходил второй Mass Effect? С ума сойти. Насыщенные были 10 лет. Нет, стоп, уже 12. Какой же я старый. Стреляю в него. Что еще? Как, по-твоему, это выглядит? Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems. Это не утка, это действительно было в четверг. Просто всех... Тем позвонили, сказали, что до 4:30 всем на выход. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of А here. кто тебе сказал, что я был в Bloodborne? Да, конечно, в подключенном к PSN Дискорде отображалось, что я в нем был, но это же не значит, что я в нем был. И я ни в коем случае не вру. Я ни в коем случае не готовлюсь к стриму реванша под Bloodborne. Ну, так-то да. В Обливионе я, наверное, провел больше времени.
Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Сейчас нам еще блиц-опрос устроят. Небольшой. По поводу того, что да как было. Блиц-опрос очень смешной, и я скажу почему. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? I just got Shepard took down those to mechs without any see trouble. what condition my condition was in. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid. Raised mostly on one Вообще ship. австралийский на самом You деле. enlisted and led troops during some heavy fighting, most notably on Torfin. Do you remember taking on some Batarian slavers? Those bastards were dug in deep in a fortified bunker. I sent a lot of good soldiers to their Эх, deaths. Обливион. That's how it had to be. Блин, надо Got the job перепройти. done. That's all that matters. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his Честно life говоря, for the дружба rest там of the была team. так себе. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility И вот had to можно be destroyed. подумать, а нафига вот эти Shepard, вопросы, think если back у to the нас Citadel. перенос After the сейвов? Alliance saved the Destiny Ascension and you killed И Saren. вот ответ на этот What вопрос. happened next? Да, перенос сейвов не учитывает, кто в конце стал членом Совета, поэтому это определяется вот в этом вот диалоге. Мы, конечно, скажем, что Андерсон, а потом третья часть такая: да, слушай, ну все-таки Удина. Humanity was offered a spot on the council. I recommended Captain Обожаю Anderson такое. for the position. Yes, Captain Anderson is now Counselor Anderson. Though from what I hear, he preferred life in the military. Still, good to know that the human council member isn't going to put politics ahead of defense. Your memory seems solid. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Да, еще на Миранде явственно видна традиционный биоваровский ошейник вот этот вот, который отделяет The elusive man is waiting for you in модель the other room. головы от модели всего остального. О, можно поменять броник. У нас тут целая тонна, но так как вот эти все не кастомизируются, и у них всегда активны шлемы, то я ими никогда не пользуюсь. Эх. Вот если бы не вот эти шлемы, особенно вот этот вот абсолютно уродский, ну серьезно, ну это просто куда смотрит полиция моды. Вот. Если бы не эти шлемы, я бы вполне носил эти доспехи, но так, не знаю, в чем смысл. Тут он, зато у нас визоров всяких стильных полно. Вот это, например. Так, это у нас что делает? На 8%. Урон рукопашки. Перестрелки, щит. По-моему, я наручем пользовался. В принципе, тут всю броню можно на кестрель пока сменить. О.
Материал. Цвет где тут у нас розовый. О! Герой галактики. Не совсем розовый, конечно, ну да ладно. А вот это. На этом остановлюсь. Не, без узоров обойдемся. О, да, корни Нирна. Я только один раз в жизни проходил этот квест до конца. Блин, меня прет от музыкальной темы призрака. Commander Shepard. Капитан Шепард. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. А что мы What знаем? exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. Да. Роль призрака исполнил актер Мартин Шин. Также известный как отец Чарли Шина. И нифиговый актер сам по себе. Кабинет у него вполне себе. Не, Мандалорец меня разочаровал. Точнее, меня больше всего разочаровала книга Боба Фетта. Главным образом насчет Боба Фетта. Я бросил после 4-й серии. Так до сих пор последние 3 не смотрел и что-то не особо хочу. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. Честно говоря, Цербер во второй части мне вообще нравился, как такая теневая организация, которая готова пойти на все. Как-то вот то, что в трешке из них снова сделали картонных злодеев, ну не знаю, что-то как-то не очень. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Sovereign was trying to Да блин. Nobody's paying. I don't know Если why бы они не they've меняли suddenly targeted humanity. место, где вся Maybe вот you эта got вот their attention when you killed и one. расположенный ответ, If это this было is бы a очень threat клево. against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Да, но ты главный герой, так что придется иметь дело с тобой. Цербер был в первой части, но так их было легко принять за рандомных уродов. Fallen Order, ну, в принципе, почему бы и нет. У меня есть на PS4. Я его там проходил. Вполне не прочь постримить оттуда. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Там меня больше всего, я говорю, выбесил сам Боба Фетт. Это вот вообще минус. Минус абсолютный. Это... Я, конечно, понимаю, что можно сказать, ну, в фильмах-то там от него было-то вообще ничего. Ну, как бы были и другие материалы, где его личность раскрывалась. В рамках расширенной вселенной. Понадергайте оттуда. В конце концов, есть же трилогия книг «Войны охотников за головами» некого К.В. Джеттера. The elusive man is very impressed with you.
I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. For someone who spent 2 years putting me back together, you don't seem real fond of me. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Насчет того, что там делает Люк Скайуокер, ну... Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Он-то меня в новом каноне уж точно не радует ни разу. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. Да нет, вполне нормально воспроизводится. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a чистый young age. фан-сервис, а вот как-то что-нибудь толковое сделать. Хотя, с другой стороны, он Fallen Order был более-менее... Ну вот только разве что он. И, пожалуй, Изгой 1. Нет, с этим я даже говорить не хочу. Обожаю эти экраны. Почему? Потому что это дает игре ощущение эдакой сериальности. Потому что ты вот только что просмотрел очередную серию сериала и сейчас смотришь конечные титры. Еще и кредитов понавалили. Да. Те из вас, кто играл в игру, особенно в лицензионной версии, наверняка обратили внимание на то, что перевод несколько отличается. Это тот самый проект исправления перевода, которым я занимался добрых 10 лет назад. И который принес мне множество нервов. Вот. Хочу ли я о нем говорить? Нет. Но некоторые моменты все же отдельно отмечу. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. And we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. Не, просто перечислили остаток со старой. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs Ну, the пускай занимаются, я вот это поддерживать не собираюсь. We're gonna find out who did this and take him down. Nothing gets in our way. Am I clear? Perfectly, Commander. Good to have you here, Shepard. А у них погода помягче, чем у нас. У нас сейчас снежит, как я не знаю. Весь день метель метет. Люблю метель в начале марта. О! Дрободан. То, что надо. Так. Есть патроны. Пользуйся ими. Это что-то как дурак.
Everyone just got up and left right in the middle of dinner. Кто же обедает посреди ночи? Или это так называемый ночной дожор? No bodies, no structural damage, and no signs of battle. И треснул стул напополам, не выдержал. А почему треснул? Потому что ночной дожор регулярно проводится. Чем отойти от холодильника? О, вот эти поближе, это хорошо. Бумс. Эти непонятные достиженочки выпадают и выпадают. Вроде от них какие-то геймплейные бонусы. Но что-то не припомню. Кэп. Память подсказывает, что они дают какие-то бонусы по процентам. Так, нет, стоп, а где вторая куриная лапа? А, вот же она. They've seen us. Стыдно признаться, вот у меня есть еще здоровенный том с комиксами по Mass Effect. Но я его так и не прочел до конца. Stop right there! Stop right there, criminal scum! Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Remember when I gave you that Geth data tally? Did it help you complete your pilgrimage? Клево, что вот в этом моменте опять еще перенос сейва задействовали и сделали отсылку к одному из квестов первой части. I don't know. Maybe we should ask. I know Cerberus has a bad past, but they're the only group investigating these missing colonies. The Council turned its back on humanity. I haven't. Tali, you aren't seriously considering trusting Cerberus? No, I'm trusting Shepard. And Вот besides, we could опять-таки use вот the эти help. замечательные акценты. One of our Are you people seriously was here considering on trusting Cerberus? His name was Vito. Nico, it's We your came to cousin. find him. Let's go play some bowling. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose Блин, where they go on какие же pilgrimage. поганые Vito здесь liked the шрифты. idea of helping a small Шрифт settlement. диалогов, He was вот, always ну, сам по себе шрифт нормальный, но вот то, как тут буквы неровно расположены и постоянно скачут, это... Да. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need two teams Витор to get Скалетер, past the я drones надеюсь. anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our... А чтобы узнать о том, как именно все это было, купите книжку Mass Effect, как она там называлась? We can argue over who killed who later. Right now we've got a job to do. Ой. Agreed. We work Короче, together одна to из get to книжек, Vitor. это отсылка к одной из книжек Дрю Карпишина, которая служила как мидквел между первой и второй частями. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Это один из моих первых проектов, на самом деле. Очень много времени убито. И, как видно по тексту, который сейчас вы видите на экране, убито вполне напрасно.
Ну, кстати, книжка эта у меня тоже есть. Да, еще можно вспомнить книжку от Уильяма Дитса. То есть первые 3 книжки писал Дрю Карпишин, который главный сценарист первых 2 частей Mass Effect. А книжку за номером 4 писал некий Уильям Дитс, писатель-фантаст. И как бы это сказать? Результат был настолько так себе, что ее сняли с продажи. Сказали, что, мол, типа, ну мы исправим там все сюжетные дыры, закроем, которые вы там обнаружили, а потом вернем. И так никогда и не вернули. Недаром эта 4-я книжка называлась «Обман». Да если бы Дикстра, он бы такую похабщину не накалякал, я думаю. We're inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover, and I'll open the loading bay doors. Ну или у них просто началась вся эта петрушка с концовкой 3-го Mass Effect, и книжка оказалась, мягко говоря, не в приоритете. Take point, Shepard. Ой. Тут же вспоминается Робокоп с его Эдом 209. Обман? Не, у меня ее нет. Только вот сборник с 3 романами Карпишина и сборник с комиксами. Mass Effect, библиотечное издание, выпуск 1. Есть еще выпуск 2. О, у меня же вот эта фигня есть. А что, так можно было? Да, так можно было. Если долбануть по роботу, когда у него снесены щиты и броня, тогда он будет падать как озимый. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Ну, карпишиновские книжки на самом деле вполне можно читать. Да, на Омеге-то и на Нормале местами есть где прикурить. А уж на этом-то, то тем более. This is valuable. О! Насканировали себе какой-то апгрейд. Боеприпасы к тяжелому оружию. Интересно, я вот так не пробовал. No monsters, no swarms. No. Vitor? No Vitor, not here. Swarms can't find. Monsters coming, have to hide. Hey, I'm talking to you. По-моему, это скорее ренегатский ответ. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming, storm coming. Storm of swarms.
И вот теперь он нормально разговаривает, там, даже не орет там, хотя там стреляет и все такое. They didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. We're not survivors, Vitor. We just got here. Тут не хватает только Гарри Олдмана, который everyone орет, как в Леоне Киллере. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My God. I think it's Да, a вот collector. трилогия Дарта Бэйна у Карпишина отлично получилась. That some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Кстати, книжка про Ревана у меня тоже есть, да. Only a few people have ever seen one in person. Чтобы у меня не было Usually книжки work про with Ревана. intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. А тут недавно это, друг присылал этот самый скриншот с Авито. Новый экземпляр этой книжки про Ревана, ее же у нас перестали печатать, уходит за абсолютно бешеные деньги. Это просто с ума сойти. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Ну так-то, всех украли не рептилоиды, а инсектоиды. Все это время мы думали не на тех. Or they were using technology specifically designed to detect Не, ну я humans. понял, что... Only human colonies have been Я понял, hit. что так можно было Tell me делать, more да. about Но these просто swarms. никогда не пробовал, It's how they даже в голову find не you. приходило. Seeker clouds, machines Если так like подумать, tiny ну да, insects. почему бы и нет. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. Да нет, Витер, ты-то им нафиг не нужен. Потому что ты-то не человек. А космический... Да, даже не знаю, как это сказать, попасть корректно. Космический бомж, короче. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark темная energy. энергия. Темная энергия — это отсылка к сюжетной линии, которую потом вырезали. What? Vitor is injured. В третьей части собирались вовсю развить сюжетную линию с темной энергией, а потом Карпишин ушел, и новые сценаристы такие: слушай, мы не будем это делать. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. He's traumatized and he needs medical care. А Tally will какой give us хрен the вам Omnitool этот data and take him to больной? the flotilla. Заберите инструменты, все. Understood, Commander. Кстати, в оригинальном переводе от Electronic Arts вместо уни-инструмента, то есть универсального инструмента, в оригинале Omni Tool, Omni, что значит всеобщий. Вот. Значит, в оригинальном переводе от Electronic Arts он назывался Инструментрон. И что вот этот трон должен означать, мне лично непонятно. Хотелось бы спросить товарищей, которые этим занимались. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. А ты, значит, все знал. I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it?
Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts. Вообще, по идее, Шепард это скорее космический Джеймс Бонд. То есть, смотрите, работает напрямую на правительство, неограниченные полномочия, лицензии на убийство, и со всем, что движется. Джеймс Бонд, как он есть. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me. Мне страшно, что ты смог докопаться до их логики, Ром. Мне очень страшно. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. The collectors are definitely a human enemy. But how do we know there's a connection to the Reapers? Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait. Это в Интерстелларе музыка, как здесь, потому что Mass Effect 2 был раньше. I hate waiting, but I'll need a team. A good one. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on. Неожиданный реалистичный подход со стороны разработчиков. То, что, ну, как бы да, тогда-то все было так, но сейчас-то все разбежались, так что тебе не получится все это, всех снова собрать на побегушке. Я не говорю, что она мне не угодила. Наоборот. Но то, что ты смог докопаться до такой очень сложной логики, свидетельствует о том, что твои способности по ее нахождению намного за пределами намного превосходят мои способности. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. И одно из досье ни в коем случае не про него. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember. Мы знаем, что будет, когда мы попытаемся их убедить. Мы все знаем. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Но мне нравится то, что во второй части гораздо более камерный масштаб по сравнению с первой. Head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. What else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Опаньки. Hey, Commander. А Джокер уже модель сменил. I can't believe it's you, Joker. Переоделся в церберовские шмотки. Ему даже бейсболку фирменную выдали. It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. Что ж, вполне логично. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Вот это моя любимая цитата, наверное, у Джокера. Я не верю никому, кто зарабатывает больше меня. Мы переключаемся на пререндеренный ролик. И тут у нас уже нормашка SR2. Или как я ее называю, вилка.
It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Да. И Джокер на бегу заскочил в кресло, сломав себе 3 кости в бедре и крикнул: «Поехали!» Так, что там у нас? Ну, самое главное, что мы нашли иридий. А видит Бог, сканировать эту дрянь нам придется много и часто. Ой, это я точно не помню. Может, в кодексе написано, почему именно? Welcome aboard the new Normandy, Commander. Нормандия 2, теперь банановая. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's О, а тут у нас artificial еще intelligence. и искусственный интеллект Crew like to refer полноценный. to me as Edie. Helmsmen aren't happy when Вот someone это, takes кстати, control вполне of the себе ship away находка from от them. переводчиков, то, что Especially Joker. они I do not helm the перевели ship. аббревиатуру Mr. Moreau's talents как will not go Сузи. to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the 3 of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Да-да-да. Я в курсе, спасибо, игра. Можно пропустить на пробел. Очень полезно. Кстати, можно настроить и гражданскую одежду. У нас тут имеется капитанский мундир. Вот это непонятная хренотень. Господи, прости меня. Да нет, почему идиотина? Поумнее многих человеков будет. Так, непрочитанные сообщения, а их тут полно. Ёлки-палки, наспамили-то. От кого, советник Андерсон? Если невероятные слухи правдивы, и вы на самом деле живы, встретитесь со мной в цитадели, есть разговор. За прошедшие 2 года многое изменилось. Вы ввели меня в совет, и только вы по праву можете подтвердить или опровергнуть то, что дошло до наших ушей. Так. Шепард, мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Массани. Его имя, возможно, знакомо вам. В конце концов, вы же купили DLC с его именем. Так. А все остальное чисто про DLC-шки.
Ну да, с Джейкобом-то фраза насчет пустой головы особенно актуальна. Ну а если вдруг бой случится, а он не за штурвалом? Что же мы тогда делать-то? Так. Оружие. Очень, конечно, интересно. В оригинальной игре, даже в английской версии, не то что в русской, технических характеристик оружия нигде вообще не было. Вот нет их. Вот ну догадайся ты, что из этого лучше. Просто угадай. Вот, поэтому вот здесь я взял на себя смелость их добавить, потому что, ну что это за безобразие? Ну, кстати, да. Этот самый Джокер любитель этого дела. Ну, поговорим. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. Товарищем. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man. Да зачем ему сменщик? Он там целыми сутками торчит. Даже душ не принимает, скорее всего. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. Господи, ты что, к нему подкатываешь, что ли, Шепард? Опять прикладывает руку к пустой голове. И пустой как изнутри, так и снаружи. А еще у нас есть секретарша. I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Мне нравится, что ренегатская это просто нет. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss. Ну, так-то да, он согласен взять весь груз просмотра Прона на себя. Isn't that the type of task better suited for a VI? А вот с чем связан вот этот вот визуальный баг с субтитрами, я так и не понял. Он и в оригинале встречается. Да, Чемберс у нас специалист широкого профиля. Может выполнять обязанности секретаря, обязанности корабельного психолога, может стриптиз танцевать. Вообще на все годится. You make sure the crew's mental health is sound? Ну и что? Мы не в американских войсках, мы в космических. Вернее, мы сейчас даже вообще не в войсках, а в неправительственной полувоенной организации, которую многие называют террористическими. Которую многие называют террористической. Вот. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the elusive man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Ну как, она не присылает нам спам, она скорее перенаправляет его на наш почтовый ящик с корпоративного. Ну вот это вот то, что под субтитрами иногда появляется черная полоса, а сами они становятся белыми.
My sister started a dog shelter, but she loved cats too. Наглая ложь, она наверняка ненавидит кошек. А кто ненавидит кошек, у того нет души. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That'll be all. I'll be here if you need anything. Так. Не, они не нанимаются, они сами по себе. Опаньки, доктор Чак вас там. I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Do you have everything you need? У вас тут все в порядке, да? This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. Кстати, интересная теория. Да это ничего, я метнусь тут в ближайший алкомаркет за новой бутылкой. Чего уж там. Блин, зачем ты напомнил про Академию? Джедай Академии надо будет постримить. Надо будет все постримить. Ай. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? Может, вдобавок к выходным еще какой-нибудь день назначить для стримов? Там, я не знаю, среду или типа того. Как смотрите на это? Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. Те, кто пришел к Шепарду после первой части, все такие: да я работаю не с Cerberus, я работаю на тебя. А вот Эшли! Я внезапно в белом и в блестках. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? Ну что вот Цербер это такая черное подразделение Альянса. В принципе, вообще на самом деле, по-моему, в первой части еще говорилось, что изначально Цербер начинал как черное подразделение Альянса, который занимался всеми грязными операциями, а потом они откололись и начали вольно гастролировать. То, что они нифига не откололись, это на самом деле интересная мысль. I'll see you later, Doctor. Commander. Кстати, есть же даже комикс у меня в этом самом и в сборнике, и на самом деле даже отдельно у меня есть вот здесь на полке. Сборник не могу, к сожалению, показать, потому что он на другой полке. А вот здесь рядышком как раз Mass Effect Эволюция. Комикс про то, как, собственно, призрак докатился до жизни такой. 4 выпуска всего. Издательство «Белый единорог». Вполне себе неплохой комикс, на самом деле. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doily. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Mess Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities Кто еще за то, чтобы устраивать 3 стрима в неделю вместо 2? Non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands most of the time. Okay. This ain't a luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done.
The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Да, времени-то как раз... Ну, по крайней мере, у меня-то времени хватает. На самом деле, мне не хватает такой организации в жизни в последнее время. У меня от этого немножко крышняк ехать начинаю. Депрессия. Так что я думаю, мне и самому это пойдет на пользу. А, нет, стопэ. Да блин, не туда щелкнул, извиняюсь. Да ты знаешь, какая там вкусная тушенка? Ну, все же. А это, от раза в раз у кого-нибудь получится? Ну, а запись, она... Есть запись. What do you need? Да ладно, что уж там. Я и так уже собрался в красное и белое для доктора. И в магнит заглянуть, что уж там. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? Кстати, да, меня это всегда напрягало. А чё её-то одну не похитили? А чё сразу в ВК или на Рутуб? Но если вдруг припрёт по всем известным причинам, то, наверное, ВК будет. I won't take any more of your time. Back to work. На самом деле, я уже думаю потихоньку переносить все свои старые видео в ВК. Так, на всякий случай. Commander, what can I do for you? Anything I should know regarding the Normandy? The crew's working well, and the ship appears to be performing to specifications. Кстати, прикольно, что вот на первой Нормандии здесь был расположен кабинет Шепарда. What exactly are your duties, aside from keeping an eye on me? I'm the elusive man's agent. You're his most important asset. My job is to make sure you succeed. Aside from that, I send regular reports to the elusive man, updating our status. You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our инвесторы. Protect humanity and Cerberus. Вот уж этим ребятам точно можно доверять. Смотрите на любую крупную игровую компанию. Там-то инвесторы таким решением способствуют. Закачаешься. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment. Ой, да ладно, зато вы научились воскрешать людей. Я думаю, что пару-тройку технологий медицинских запатентовали по ходу дела. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him. Чтобы узнать его прошлое, купите комиксы. Become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can Да, в те времена Electronic Arts очень сильно наседала на то, чтобы делать всякий побочный мерч по своим сериям. То есть по Mass Effect было полно комиксов, вот с издательством Dark Horse были книжки, по этому самому
по Dead Space они тоже пытались продвигать. Они даже сделали мульт по Dante's Inferno. Хоть кто-нибудь помнит Dante's Inferno? Ну, кроме меня, конечно, потому что это классная игра. Никто не помнит Dante's Inferno. Зря. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic Кстати, по Mass Effect'у тоже был мульт, точнее, какой-то квази-аниме про чувака из третьей части. Называлось Paragon Lost. В игру, кстати, можно поиграть сейчас на эмуляторе, ну, Xbox 360, если потянет. Или на этом самом... На эмуляторе PSP. Потому что на PSP она тоже выходила, полноценная версия. Ну, естественно, графически-то она, конечно, пострадала. Но, да. В остальном игра та же самая. Вот. Я на PS3 играл. Отличнейший клон God of War. Вот. Прям... Очень жаль, что не было продолжений, потому что, да, они хотели сделать 2 продолжения. Соответственно, по 2 другим книгам Данте, потому что все это помнят. Ад божественной комедии. Вот. А помимо него были, собственно, еще и Рай и Чистилище. Вот про Рай и Чистилище тоже собирались сделать игры, но, увы, не вышло. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Так, тут вроде со всеми побакланили. Все, надо спуститься вниз. Тут у нас тоже есть парочка интересных личностей. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. Мирно! An officer on deck. I run this ship military. Do you two think this is all a joke? Yes, sir. I mean, no, sir. Won't happen again, sir. At ease. Who are you? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Так, у вас все в порядке? Okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. Ну, не знаю, мне игра скучной совсем не показалась. It'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. How did you wind Мне up with нравится, что Cerberus, Ken? здесь можно... Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. Мне нравится, что здесь можно заранее выбирать вариант ответа, который ты выберешь, как только
Собеседник договорит. Talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. Интересная шуточка. Норман, интересно. It'd include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. Мне нравится твоя схема в этой игре, и, я не знаю, контрастность, что ли. Сравнение с первой и третьей частями, как-то своеобразно все выглядит. Joker would like to see you up on the bridge, Commander. Ну и да, какой же теперь из призрака Харпер? Харперы, то есть орфисты, были доброй организацией в Балдурс Гейте. А тут наоборот. Все очень мрачные и мутные. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. А то Джокер не знает. Take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you are such a downer. Да, можно поболтать с искусственным интеллектом. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and Ну да, cyber warfare но в suites Инферно на самом деле хватало всякой reaction time is much запредельной faster срани. than Там художники поработали на славу. collate the records of shipboard То есть всякий monitoring боди-хоррор devices там... for the elusive man. Вот. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform Интересно, а если сразу целую команду операторов нанять? that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Интересно, Might have почему? something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my О, databases are sealed, красненьким some of my засветилось. hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will Ну, be ты прямо released. HK-47. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? А, ладно, That's all фиг с for ним. now. Logging you out. Давайте-ка спустимся на планету. Думаю, мы еще успеем вытащить Мордина. Хотя, скорее всего, нет. Нам же еще с Арией надо будет побакланить.
О, сразу 3 человек. Архангел, профессор и ветеран. Омега, выстроенная в скорлупе совершенного шахтерами металлического астероида, на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция осталась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию и изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера. Ну да, конечно, вот Ария немного не согласится с этим пассажем. И никто не помнит, чтобы это там когда-либо было. Но тут типа у нас контраст с первой частью, потому что в первой части мы вначале летели на красивую величественную цитадель, а здесь мы первым делом летим на мрачную, страшную, уродливую Омегу. Помнится, они еще что-то намудрили с экранами загрузки, поэтому они длятся немного дольше, чем надо. Вроде как, если все перевесить только на одно ядро, или хотя бы сначала убрать с одного ядра, а потом снова добавить, то все будет нормально. Так, у вас все автораспределено? Да? Да, отлично. Так, себя и оружие уже выбрал. Эти нормальным оружием не пользуются, так что... Ну ладно. Вот почему тебя зовут не Фаргус? Тогда бы можно было изумительно пошутить. Так вот взял, следи за рукой. Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Aria waiting. Afterlife now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. О! А вот и DLC-шный сопартеец Заид. Ой. Please. You have to help me. Есть такое дело. Юзаид Масани? Ну, в принципе, и там у нас этот самый центр всех криминалов галактики. Кстати, да. Как тут не вспомнить старину Люсьена? My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Да, Заид дает прикурить. Озвучивал актер Робин Сакс, который, к сожалению, ушел в мир иной году то ли в 12-м, то ли в начале 13-го. Также известен тем, что озвучивал Соло Кэрота в Knights of the Old Republic. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. What kind of arrangement? Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus.
Thought you might be interested. Я? Я эту серию смешариков не видел. He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Отлично, нам не придется брать на первое задание вот этого вот. О, и музон качает. Кстати, музыка из Need for Speed 4 High Stakes. Трек называется «Каллиста», по-моему. The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Так вот, пришли, сразу обозначили, кто главная матка в муравейнике. Это почему эта версия без DLC? Еще как с DLC. У меня все DLC, кроме этого самого. Начала, который комикс. За место прохождения первой части. Мне кажется, или с нас даже кредиты не сняли? Ну да. Остин танцует примерно так же хорошо, как Шепард. Так же хорошо. Ну да, ролик, кстати, угарный. Всем советую посмотреть. That's close enough. Ну, как летающим, он же тоже все-таки прыгает, а не... Stand still. А не постоянно парит. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be Арию Теллок озвучивает актриса Кэрриан Мосс, заслуженная Тринити всея Руси. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. Тогда почему у тебя на спине буква Q, а не буква Омега? А? Шах и мат, атеисты. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. У меня первая НФС-ка была третья. Она же Hot Pursuit 1. Вот. So, what can I do Потом for you? была первая, а потом сразу второй Underground. Как-то так. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting?
You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. Ну, как-то да, Шепарду не особо. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like По-моему, в рейтинге Азари она будет повыше, чем Лиара. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for На 3DO? Ну нифига себе, сказал я себе. А ты, однако, крут. Это ж самая первая версия, самый первый НФС. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see. А также единственные группировки наемников, которые мы увидим в этой игре. Is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all. Вот я на PS1 и играл, да, первую часть. To let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. I'm looking for Morton Solus. Do you know where I Я can вот find him? устроился так вот, просто как король на именинах. Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morton. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. Да, 3DO это, однако, это круто. Take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Какая, панасониковская или голдстаровская? So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer? Mind your own damn business. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Круто, круто, однако. Они же в свое время были дорогущие, как я не знаю. На самом деле тут просто с ума сойти, ведь на момент выхода 3DO можно было 3 Sega Genesis купить. Еще бы немного осталось. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Так. Так уж и быть, по сюжету первым делом все-таки зайдем за Мордвином. А вот на следующем стриме уже, когда определимся, когда таковой будет, попрем за этим, за Архангелом. Потому что, в конце концов, уж кто-кто, а он заслуживает отдельного, как сказать, отдельной программы, а не просто добивки. Мне, кстати, прикольно, потому что в Которе был чокнутый проповедник, который вещал, что, мол, типа, вот инопланетяне все говно понаехали на наш Тарис и все такое. А тут то же самое, только наоборот. Тут чувак вещает, что все человеки говно. И при этом слушают его только человеки. О, у них там карантин, самоизоляция. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh?
Arya Taloke calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving. Да, любая игра так или иначе похожа на Oblivion. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. У меня вот любимое между вторым андеграундом и Most Wanted 2005 года, конечно же, разрывается. Ну вот считай, первый андеграунд, второй андеграунд, Most Wanted просто, все, золотой фонд. Из других я играл в Hot Pursuit 2010, хорошая. Most Wanted 2012, дрянь. Что еще было? Rivals, могла бы быть хорошей, если бы туда добавили такую функцию, как пауза. NFS 15 хрень. А, еще был The Run. Вот. В принципе, вроде как The Run был ничего на самом деле. Не, я пошел за Морденом, за Гарусом в следующий раз. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio Cause it's a big, stupid Wait, you're jellyfish. me, but not them? Спасибо товарищу Энигме. Узнаю неровный почерк. Не знаю, куда ты пропал. Ну, возвращайся, блин, мужик, ты куда? И еще раз большое спасибо. Ой. У меня вот, когда в 2005 году в начале вот, покупали комп в семье, ну, покупали маме для работы, но, естественно, если уж покупать-то комп, то покупать, вот. Как раз из двух первых игр, которые установили, одна из них была Need for Speed Underground 2. Другая из двух первых игр была Принц Персии. Вторая часть, схватка с судьбой. То есть, ну вы понимаете, во-первых, мало того, что комп появился, так еще и подогнали таких игр, что просто... Так, что у тебя там? Дезинтегрирующие патрончики. Кстати, да, добавим-ка сюда. Как бы и нет. На самом деле, клавиши после 6 бесполезны, у меня до них пальцем дотягиваются. Так, нулевуха. Нулевой элемент это полезно, потому что его фиг найдешь. Полгалактики сканировать надо. Вот это вот очень интересно, конечно, было, что, блин, чуть ли не в каждой РПГ от Биоварии есть либо побочный, либо основной сюжет про какую-нибудь чуму и тому подобное. В 2020 году было очень интересно играть. Запускаешь Котор, там у тебя эти самые рагулы на Тарисе. Запускаешь НВН, ну, в оригинале компании у тебя там чума. Dragon Age Мор. Да. И ты такой, да ну нафиг эти Биовари, лучше пойду, я не знаю, в Dishonored поиграю. Ах да, там тоже чума.
Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Блин, вот в Поршевский я не играл, но говорят, что он просто вообще... Ой, блин, Most Wanted. Особенно клево, когда у тебя полная версия с роликами. Особенно сейчас смотреть на вот этих вот актеров, у которых никогда не будет Оскара и по хорошей причине. Но смотрится просто замечательно. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth. Какой он красноречивый для умирающего. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Morton Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morton and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Мне тут вспоминается та сцена из какого второго, что ли, голого пистолета, где он там это... Типа произошел взрыв, он там спрашивает чувака, который сдох там это. У Хабсбурга есть план, который... Так, ладно, кто тут еще не до конца умер? Смотрит, там один чувак, лежащий, поднимает руку. Такая, ну, что там? Что, настолько больно? Нет, ты просто на мошонку мне наступил. Да. Хорошие были времена. Репаблик команда? Очень за. Отличнейшая игра. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, интересно. What do you wish to know? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? Однако впечатление произвела игра. Naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species. Near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected. А может, ворчи это сделали. Да, я... Один из терминов, который я сменил в переводе, это ворча вместо ворка, потому что, ну слышно же, как говорят ворча. Я, конечно, понимаю, что можно перепутать со словом ворча, но тем не менее. Кстати, да, вот интересно, как отличались Need for Speed до того, как Black Box стал основным разработчиком. Потому что, допустим, широко известно, что Hot Pursuit 2 на ПК и на PS2 это абсолютно разные игры на разных движках. Вот, потому что в Hot Pursuit 2 используют на PS2 используется движок, который потом лег в основу андеграундов. А на ПК движок из предыдущих частей. I need to find Morton Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him. Я, честно говоря, больше предпочитаю аркадные НФС. Perhaps he can help. What makes Morton worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. Отличный медик. Not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Ну, может, он еще и санитар леса. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. Синее светило, сокращенное СС. Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory, but as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I should go. Goodbye, human. Фирменная фразочка Шепарда. I should go. Капитан I should go-ович.
Точно, медик из Team Fortress и есть. Так, а здесь у нас что? Какой-то склад. Боеприпасы. Дверь невзломанная. Что, в принципе, легко исправляется. Есть я и дверь. А все, что кроме, легко уладить с помощью гранат. Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Да, однако. Ну-ка, что пишут? Никакой это не ковид. Это просто ОРВИ. Небось, играли в подкидного до самого конца. Ага, вот Заид может рассказать, какие были идеалы у синих светил. Он все никак не заткнется. Даже сдох, а все никак не замолчит. Да. Невеселые симптомы. По крайней мере, он не говорил про то, что потерял обоняние и чувство вкуса. А с другой стороны, насчет чувства вкуса вы видели, какой у него интерьер? Кошмар, кошмар. Так, а тут что пишут? Угу. Ничего не знаю ни о каком там манитете. Видимо, так и не предложили. А Шепард дышит так, как будто 3 пачки Мальборо выкурил перед 100-метровкой. Оп! Здрасте! Да блин. Так-то лучше. This is valuable. И вот почему я люблю играть за штурмовика. Главное только, чтобы кулдауны были быстрые. Здорово. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead.
They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. На подстава хорошая. Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. Господи, у нее лицо плавится в прямом эфире, она точно ничем не болеет. Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to Вполне возможно, что это была она на самом деле. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the Очень иронично, что в DLC окажется, что основали эту банду 2 человека. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solus. Ну нифига себе. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Сразу все случаи чумы из всех игр на свете. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Я гляжу, у тебя очень интересные сны на самом деле. Жаль, что мне почти ничего не снится. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Because it's a big, stupid jellyfish. Спасибо затворнику. Истина настолько проста, что за нее даже обидно. Не знаю, к чему это. Возможно, к тому, что на самом деле ведь правда виноваты ворши. А их никто и не хочет подозревать. Блин, все дерутся там, где меня нет. А вот теперь вышло, что я тактически обошел с фланга. Ты чё с огнеметом ходишь? Чё, дурак? Нет, сядь. Да блин! Ну ты сесть должен был. Ну чё ты как дурак? Ай, не добежал до укрытия. В третьей части еще удобнее за штурмовика играть, потому что там перекаты вовсю присутствуют. А здесь укрытие есть, а перекатов нет.
Игра баганула в мою пользу и получился двойной таран. Да чтоб тебя! Зараза! Скотина, а! Курсор взял и зашел за границу окна. А огнеметы здесь, да, нехилые. Вот, ну как так-то, блин? Ладно. Попытка номер 3. Лежать. Нет, да чтоб тебя! Тарань, да бляха ты муха, а! Ну какого черта курсор вообще в принципе может зайти за границы окна? Уже второй раз меня из-за этого убивают. Хоть за геймпад хватайся. Он вот вообще поддерживается? Не поддерживается. По-моему, Инквизиция — это первая игра от BioWare, в которой поддерживает геймпад. Вот почему в большинстве игр я играю с геймпада. Что? Ах ты собака. Нет. Живем. Так, нет. Жить. Всем срочно жить. Нет. Это я здесь тараню. Вот так бы сразу. Без захождения курсора за границу окна. Главное, а вот сейчас не заходит, сейчас все нормально. Вот не заходит, раз зашло. Кто так поступает, игра? Кто так поступает? Вот что так себя вести. Так, надо еще пособирать, наверное. Вдруг тут всякое валяется, а я его не соберу. Может, соберет кто-то другой. Но это неприемлемо. Ну, блин, кстати, Астерикс с Обеликсом надо будет пересмотреть. Первые две части. Очень веселые фильмы. Как раз недавно вспоминал. Так, это что еще тут происходит? Никому не позволено мародерить, кроме меня. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? Вот этот вот протагонист РПГ упрекает кого-то за воровство с трупов. Plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. We need to get going. Well, stay here for a while. Get some rest. We got a big day tomorrow. Still plenty of apartments that need our special cleaning services. Go into cover. With you. Gotcha. Be right there. Lead the way. Ну, Шепард вообще
Альфач во всех отношениях. Right there. Understood. А вот и клиника. Как бы дает нам всем понять, иди сюда, будешь в плюсе. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Rearming. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Марик, ты что, в регистратуре сразу пропускают к врачу? Где ж такое видано? Уже лучшая больница на свете. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in. Professor Morton Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. А разве террафирма не финансирует... Разве террафирма как-то не связана с Цербером? Так косвенно. По-моему, Binary Helix и то, и другое финансирует, нет? You're very well informed. How did the Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. That sounded troubling. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected Collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. И это тоже на дыхалку. Это точно ковид. Unnecessary mutations. What are you talking about? Пандемию ковида устроили коллекционеры. Вот вам и ответ. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for Collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Похож на... Good. Restore power. Похож на инопланетную версию Дока Брауна. Давай тут всем поживимся. Иридий, патроны. Что у нас там по психологическому профилю-то? Ну а что, кто подумает на коллекционеров? We can use this.
Они же выдуманные. А, они взяли и такое выкинули. Очень хитрый план. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Ой. Сейчас долбанет. Это я ему удачно зазвездил. Алло. Вот так лучше. Кто там еще не до конца понял свое место в этом мире? Ой! Это больно. Неприятно и даже немножко унизительно. Ага. Уфологи, а также урологи и геологи. Оп. Блин, это пистолет-палач. Ай-яй-яй-яй, не успел отойти. Да, так будет, походу, проходить первые несколько боев, пока я не найду хорошее укрепление для щитов. Для штурмовика главное крепкий щит. И побольше патронов для дробовика. А, черт. Да вы издеваетесь, мне опять всю эту дрянь заново собирать. А как же там принцип человеколюбия и сохранение перед боями, а не черти где? Now what's this? Так, нет. Давайте-ка без палачей. Так уж и быть, я вручную нажму заветную кнопочку F5. Здравствуйте! Так, нет, огнеметчик первый кнут, как говорится. Ну, точнее, так не говорится, но я так сказал. Гори, гори, ясана. Все огнеопасно. Таран знатный. О, игровые автоматы. Но у нас, как известно, игровые автоматы запрещены за пределами игорной зоны, где нет никакого казино.
И непонятно, на кое она вообще нужна. Так что мы это конфискуем. Во имя соблюдения межгалактических законов. Что я делаю? Совсем, что ли, ослеп? Видимо, да. Так, есть тут еще что-нибудь, что я не ограбил? Вроде нет. Просто боюсь профукать то место, где Дэниела взяли в оборот. А, вот он. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should help. Don't move. One more step and we kill your friend. I don't even know this guy. You're bluffing. Drop your weapons, or he dies. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha? I am the law. He's right. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human mobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Ну, вообще так оно и было. Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you, well, everything. Так, что тут у нас? Аптечка. Пожалуйста. Так. Ну, а теперь можно со спокойной душой валить всю эту сволочь. На тебе по рылу. Да, перекатов в игре нет, но вот перекидухи эпичные через забор. Это тоже дело классное. Так. Ой, ай! К сожалению, дробадан, конечно, против этих чуваков не поможет. Но, в принципе, фаланга ничуть не хуже снайперки справляется. Здрасте. Это кто там и где там? Не вижу. А, вот теперь вижу. А ты что, еще и жив? Это ты зря. Вот, как-то дело-то и налаживается потихоньку. Зачем мне лимонка? Я и сам себе. Страна лимония. О, Господи.
Зачем мне лимонка, если я их и сам лимонить умею? Прости, господи. Так. Скоро у нас там будут вентиляторы-то. Ну вы меня так не пугайте. Да, то так из-за угла внезапно выскакивать. Я и закричать могу. Я нервный. Прикольно, что за лишние аптечки дают по 100 рублей. The environmental controls should be nearby. We need to insert the cure, then reactivate the fans. You don't come here. We shut down machines, break fans. Кстати, озвучивал Ворча тот же мужик, который озвучил Шепарда. Этот самый Марк Мир. I've had enough of this. Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Ah! They've seen us. Это его Зайд славно приложил, а главное вовремя. Shepard, I've scanned the room. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Да, давайте так и сделаем. Мне нравится, хороший план. Excellent. The cure is in place. Now we need to reactivate the fans. Так, оцениваем ситуацию. Ну или просто прям вперед. Это что? Это откуда? Это куда? Это за что? Это зачем? А, это вот оттуда вот. Где там мой мегапистолет? Согласен, Миранда. Враг у нас мозгу и не блещет. Это интересно, почему не дали возможность вынести на вот эту панель цифровую? Ой. Прости, господи. Оружие. Вот щучий сын. Я-то думал, что я в огнеметчик таранил. Бум. Ай, 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 ай. Нет. В бою мы исповедуем принцип hit and run. Или по-нашему насрал и удрал. Нет. Нет, ракеты это плохо. Это нехорошо. Нет, не хочу. Не надо. Так, где у нас тут? Я в домике. Знаете, я и сам своего рода зажигать умею. Секундочку.
Так, нет, мне... Вот так-то лучше. Всегда лучше, когда есть патроны. Ой. Видали, как он удачно упал? Ну, удачно для меня, естественно. Там он не согласится с удачностью своего падения. Так. Надо собрать патроны, прежде чем перейти дальше. Отличненько. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I was tempted for a minute, but in the end, I figured they didn't deserve to die. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Мне нравится, как этот офигел на заднем плане. You're a doctor. You believe in helping people. Помогать... Да, помогать можно, и уничтожая всяких уродов. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. We're heading out. See you on the Normandy. Так, ну сейчас еще финальная сцена, как у нас Мордвин будет осваиваться на Нормандии, и можно закругляться на сегодня. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the elusive man's eyes. But this mission is too big for them to handle alone. The Collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Скажи уже сразу, что коллекционеры, что ты ходишь туда-сюда и нагнетаешь. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the Collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board? Non-human crew members? Cerberus more desperate than I thought. The Collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find... Блин, я 100 лет не пересматривал «Звездные врата». Надо будет пересмотреть. А мне он напоминает Дока Брауна. Which way to the lab? Follow me, Professor. Ну что ж, народ, на этом на сегодня будем закругляться. Завтра будет Человек-паук Space 1. А следующий Mass Effect тогда... Давайте в среду. Вот. Тогда будет среда, суббота, воскресенье. Как смотрите на такое? Пока я жду ответа, можно улучшать оружие. И всякое такое.
На что ресурсов хватит, конечно же. Так, считай, 2 плюса. Помнится, журналист писал, что его стримы всегда устраивают. Ну, думаю, можно. Думаю, мы так и поступим. Надо еще в группе написать об этом. А то я все что-то собираюсь, да никак не соберусь. Вот. Тогда всем до завтра. А до той поры до свидания.